Сегодняшняя наша встреча посвящена первому сезону нового проекта РФС и отечественных профессиональных клубов футбольной национальной лиги. И мы проводим наше пресс-мероприятие накануне старта первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. И это будет новый формат. Безусловно, футбольная национальная лига открывает свой дебютный сезон. И, наверное, сам факт того, что сегодня мы с вами здесь собрались, это, наверное, тот первый шаг, который мы хотим сделать к открытости и к тому, чтобы эта лига была все-таки интересна не только для самих футболистов и тренеров, но и, в первую очередь, конечно, для зрителей. Потому что у меня нет никаких сомнений, что, в принципе, потенциально первый дивизион – это очень обширная зрительская аудитория. Но, к сожалению, в настоящий момент мы должны констатировать тот факт, что средняя посещаемость наших матчей в прошлом году – это 4500 зрителей. А если посмотреть буквально на 10 лет назад, то в 2001 году средняя посещаемость была 8,5, почти 9 тысяч. То есть это мы прекрасно осознаем, где мы сейчас находимся и с чего мы начинаем. Поэтому вот наша основная задача, для чего клубы объединились, это создать все-таки полноценный продукт и реализовывать его в первую очередь для болельщиков. Футбольная национальная лига – это объединение 20 клубов. Как вы знаете, что в декабре 2010 года произошло это объединение, и ни для кого не секрет, что география наших соревнований от Калининграда до Владивостока. Должен вам сообщить, что в настоящий момент закончено формирование административного аппарата. Существует несколько департаментов. Важнейший из них – это спортивный департамент, который сейчас непосредственно занимается подготовкой клубов к соревнованиям, заявочной кампанией. Новое направление в лиге – это департамент безопасности и работы с болельщиками, потому что, несмотря на то, что не очень все-таки у нас большая зрительская аудитория, но большие традиции, в том числе там, в таких городах, как Калининград, Владикавказ, ну и, наверное, там, Владивосток и Хабаровск, то есть везде существуют уже достаточно такие организованные группы болельщиков, с которыми необходимо будет работать. Безусловно, наверное, символично, что с созданием новой лиги и сезон у нас получится такой несколько переходный, в новом формате. Предполагаю, что этот год у нас будет с точки зрения именно футбола как игры, наверное, более благополучным, потому что все основные перипетии турнирные, наверное, будут весной следующего года. Вот. Но изменения, которые произошли, вы все знаете. В первую очередь, это что в 2012 году будет возможность у третьей и четвертой команды футбольной национальной лиги поучаствовать в переходных матчах с командами премьер-лиги. Я думаю, что это тоже такой важный очень момент. И формат соревнований мы сейчас оставляем, как и сейчас он существует. Это 20 команд, 5 команд будут покинуть нашу лигу по итогам 2012 года. Важнейшим направлением, конечно же, для нашей лиги будет являться коммерческая составляющая. Скрывать не буду. Все прекрасно понимают, что огромной очереди спонсоров в настоящий момент, конечно, у нас нет, но мы начинаем потихонечку в этом направлении работать. Надеемся на не то что помощь, а на содействие Российского футбольного союза, тем более РФС оставил 50% коммерческих прав себе, и в настоящий момент идет такая полномерная, четкая работа для того, чтобы понять все-таки, сколько же мы можем стоить и сколько мы можем зарабатывать. Но еще раз подчеркну, мы должны с вами вспомнить, сколько у нас зрителей. Потому что мы прекрасно понимаем, что без создания продукта, без зрителей коммерческая составляющая все равно будет не очень интересна. И в этом направлении мне очень отрадно отметить, что у нас полное понимание мы нашли с ВГТРК, то есть Россия-2 будет показывать один матч в прямом эфире, каждый тур. И все остальные матчи будут в прямом эфире на One Division в режиме интернет-трансляции. Заключили мы договор с техническим партнером Adidas, то есть все команды впервые в этом году получат мячи для соревнований. И также хочу отметить, мы договорились с техническим партнером, такая компания Синстат Футбол, которая будет считать статистику для тех команд, которые это захотят. В настоящий момент 18 команд, 18 клубов заключили договора с этой компанией. Это такая, будем так говорить, чисто специфичная футбольная тематика.
Вот. Ну и могу отметить, что с потенциальными спонсорами ведутся такие достаточно серьезные переговоры, и думаю, о каких-то первых результатах можно будет уже говорить к июню-июлю этого месяца. Вот, поэтому, в принципе, я с достаточно большим оптимизмом смотрю в будущее, потому что очень важно для меня, как вот для человека, которому клубы доверили руководить этой лигой, это то, что сейчас 20 клубов сидят за одним столом, и все могут совершенно откровенно высказывать свою позицию, но когда в каких-то вопросах позиции эти расходятся, общим собранием, которое является высшим органом нашей лиги, мы принимаем решение и стараемся его все выполнять.